Доброе утро. Сегодня надо съездить в центр города по делам. Поеду не на машине, а на метро. Обещали нам дожди 3 дня, грозы. В общем, прокапал, как всегда, в Буэнос-Айресе. И все, чуток покапало. Даже хорошего дождя не было. И на том закончилось. По прогнозу сейчас у нас идет одуренная гроза. Вчера целый день вот такой был прогноз, одуренная гроза. И сегодня написано Tormentas Fuertes. Tormentas Fuertes — это грозы сильные. Ну вот вы видите, как прямо сильно грозит. И это все время так вот, я имею в виду, что прогноз погоды в городе Буэнос-Айрес, он всегда такой. Как правило, когда обещают сильную грозу, это может прокапать, может вообще ничего не покапать. То есть никогда не угадывать. Это не значит, что здесь никогда не бывает грозы, конечно, бывает, но не тогда, когда их прогнозируют. Метро вроде работает. Если буковки все зеленые и не моргают, значит работает нормально, без задержек. Если какая-то зеленая буковка моргает, или красненькая, или потушенная, то значит там проблемы на той линии. Пользуемся карточками для входа. Сейчас пойдем. Ну-ка. Давайте с этой стороны. Сейчас народу, наверное, будет жарище. Народу будет много по одной простой причине, что на работу все едут. Вон, уже куча стоит. Так что камеру тут выключаем, будет толпа. Конечная. Выходим. Тут выходы на разные стороны, потому что бежит в ту сторону, то в другую. Я сейчас вот в эту сторону. И все. Теперь этот поезд уйдет в обратную сторону сейчас. Смотрите. То есть, чтобы ехать в обратную сторону, он там становится на той платформе. То есть он туда вот заедет и сейчас обратно выйдет на другой платформе. Жарище, вот этих вентиляторов нифига не хватает. То есть они гонят такую жару, что сдохнуть можно. По-моему, даже тут сейчас жарче, чем на улице. На улице хоть какой-то, ну, ветер есть, а здесь вентиляторы гоняют все, что под землей собралось. Ну, такая у нас подземка, да? Ну, она у нас не глубокая, скажем так, вот я ее подземкой и называю. А так вообще вот. А он там следующий уже идет, видно в туннеле. Ладно, я тут, наверное, последний на станции остался. Точно. Видите, можно пешочком тут совсем рядышком, или вот подземка такая она. Идем на улицу, уезжаем. Сегодня гуляем. Надо было пешочком перейти там, под землей. А теперь придется, я выехал на эскалаторе, придется переходить дорогу поверху. А что здесь, затучено, что ли? А, нет, белые тучки. А то же говорил, у нас тут как бы гроза считается сейчас здоровенная. Правда, не вижу, где эта гроза. Но духота здоровенная, это точно. Ну, погнали. Погнали, не погнали. Да, вроде бы погнали. Вот тут Каса Росада, обелиск на той стороне. Видите, потом прогуляемся еще. Сейчас я по делам схожу, попробую порешать сначала дела, а потом погуляем. Что-то листья валяются, наверное, ночью не убирали здесь. Звон, слышите? Это у нас есть такой колокол, который время отбивает. Потом покажу, когда к нему пойдем, он там. Кстати, последнее время смотрю, вот хожу по этим местам, типа микроцентра. После пандемии стало довольно грязный район. Раньше чистота была, красота. Сейчас это после пандемии стало грязненько, скажем честно. Мы вот как-то по Ривадавии ходили. Было также грязненько, не убрано, запущено. Локали закрыты. Ну, тут, правда, еще только открывается. Еще не так. Но вот буквально 100 метров отсюда, по соседней улице, уже все. После пандемии все ушли в онлайн.
И локали запустились, и все. Капелька. Смотрите. Вот смотрите, туда и туда Чакабука. Совсем уже другое. На ту сторону там уже... Чем больше в ту сторону, тем больше опустошений, скажем честно. Народ, это карта нашего метро в Буэнос-Айресе. Ну вот, во всяком случае. И написано, что в метро есть камеры и за вами наблюдают. Так что просто, чтобы вы знали, что в метро тоже наблюдает полиция за всем, что происходит. А мы чуть-чуть погуляем. Я уже освободился по своим делам. В принципе, не надо было проконсультироваться. Я проконсультировался. Теперь пройдемся чуток. Смотрите, знаете, такие автобусы, которые ездят по Буэнос-Айресу. А теперь я только что заскочил и спросил, сколько они стоят, чтобы покататься по Буэнос-Айресу. 10 тысяч, то есть 9 500. 10 тысяч почти на автобусе покататься. Ну, прикольно стало. Вообще просто цены суперские. Кстати, кто не знает, где можно еще зарядить свою карточку СУБы, которая для проезда по всем этим самым автобусам и всему. Можно в метро зарядить, а можно вот такие вот есть как бы киоски. Или около киоска может стоять такой мужик, где написано «Каргату Субе Аки». Смотрите, вот видите, написано «Каргату Субе Аки». Значит, вот подходите к человеку, даете свое субы, платите деньги, и он вам закаргарит. Так что, ну, в смысле, зарядит. Кто думал, откуда колокола звенят? Вот оттуда звенят. Колокола отбивают время. Мы выходим на Плаза де Мажо. И, как всегда, перед нами что находится? Площадь, на которой всегда все бастуют. Ну, бывает перерыв, видно, сегодня с утра еще не бастуют. Хотя, вижу, там вдалеке уже палатки стоят. Так что все равно забастовщики есть. Ну, а нет, поприходят. Без разницы, когда больше их, когда меньше. Но это то, где всегда народ типа чем-то, блин, недовольный, идет к правительственному дому. Здесь мы видим катедраль центральный. Вот. Собор. И я потом оставлю ссылку в описании, поищите, чтобы знать, что внутри. Я там пару раз уже снимал, не хочу по 100 раз ходить, ничего там особо не поменялось, думаю. Потом перед нами мы будем иметь там, допустим, правительственный дом Каса Росада. Ссылочку тоже можно найти, чтобы посмотреть, что там внутри. Сейчас мы перейдем, посмотрим ее снаружи и потопаем где-нибудь погулять. Смотрите. Потом вернемся сюда, только издалека посмотрим на это все хозяйство. Да ладно, не будем ждать, пока тут такси проедет. Тут так, знаете, как не обязательно, не, ну как обязательно, да, надо смотреть на светофоре, то, что я должен рассказывать. Но я тебе вам расскажу еще такое, что у нас, кто пошел, тот и пошел. Кто первый, тот и прав. Ну, конечно, не экспериментируйте перебегать перед автобусами, грузовиками, иначе они окажутся правыми. Но если, как говорят, тут вот все спрашивают правила правой руки, там соблюдают, не соблюдают. В принципе, как бы должны соблюдать. Но, если честно говоря, кто первый выехал перед носом у другого, тот и поехал. И можете сколько хочешь быть довольными и недовольными, но в Буэнос-Айресе такая езда. Также и с пешеходами. Никто не будет ждать и пропускать пешехода, если он будет стоять и ждать, что его там кто-то пропустит. Все будут ехать, всем будет по барабану. Многих это удивляет, но тут так. Как пешеход начал перед машиной выскакивать, значит, вот машина приостановится, наверное. Ну, где-то так. Смотрим. Надеюсь. Хороший этот самый. Как правило, бегает вот тут, вот вокруг этого памятника у нас. Особенно если будет правительство оппозиционное, то тогда точно тут будут бегать как бы эти организованно туда-сюда ходить, платочками махать и всем остальным. Ну а так как правительство сейчас, скажем так, народное, по-нашему будем называть, соответственно, сейчас меньше. Вон там какие-то индейцы засели в палатке, видите, около правительственного дома, и все. Больше пока особо никто не бегает. Или что, жарко, что жара невыносимая, бегать, это себе тут инфаркт заработать. Я еще-то хотя бы с утра здесь. Так, значит, помните, да? Ссылочку поищите в описании и посмотрите, что в этой Кассе Росаде внутри происходит. Это вот Касса Росада. А так вообще ходят сюда туристы. Главный флаг аргентинский. Кстати, могу сказать одну штуку. Не знаю, как сейчас, а до недавнего времени было, наверное, сейчас то же самое.
Если вы придете, поставите здесь треногу и будете на треноге снимать, подойдет полицейский и вам запретит это делать. Знаете почему? Потому что с треноги, говорят, мне объясняли, снимать нельзя правительственный дом по одной простой причине, что там хорошая резкость и можно что-нибудь там навести, ну не знаю что, но в общем, что-то можно. О, вот это я не видел, а что тут камнями-то закидали? Ой, чего это он тут в камнях? Какие-то камни и обгородили стеклом, вот это я еще не видел. Давно я здесь не был. А что тут у нас? Наверное, потерпевшие какие-то? Не видел, не видел. Да, тут имена на камнях написаны, наверное, каких-то это. Ну, такую акцию я еще не видал. Смотрите. Грязные, не только камни, вон там, блин, какие-то бутылки грязные, какие-то банки, блин, валяются. В общем, я не знаю, скажу вам честно, от чего тут у нас такая вот акция. Вот это вот. Но, видите, не убирает, а наоборот. Взяли тут и присобачили, еще обгородили, чтобы сюда накидали всякого написанного, в общем, штук. Вот еще понаклеивали, видно, да уже сняли. И вот такая акция проходит. Ну ладно, каждому свое. Тут, как всегда, туристы, но видите, с треноги никто не снимает, все с рук. Потому что тогда резко хуже. Так, похоже, это не русские туристы, потому что тут и на индейцев смахивает, на каких-то, и на все остальное. Ну, мы тоже так вот поснимаем. А по ссылочке внутри посмотрите. Так, а это только я имел в виду индейцев с Индии, там были люди. О, кстати, мы сейчас посмотрим развод караула. Вот, смотрите, идет караул. Видите или нет? Вон там. Сейчас мы его и понаблюдаем, как тут все происходит. А это вот местные индейцы. Вот они тут, видите, Контиго, Перу, там, блин, Эквадор, Бразилия, Боливия с вами, типа Перу, Бразилия, Боливия. Ну, в общем, они что-то, наверное, за захват каких-нибудь земель, как всегда, бастуют. Вот. Это они тут живут, бастуют, собирают всякие подписи. Но у нас сейчас задача посмотреть развод караула. Вот он идет. Все эти побежали сюда смотреть. Там внутри есть караул и на входе, по-моему, вот с той стороны. Ну, в общем, вряд ли мы их увидим конкретно, как они будут там караулить. Ну, довольные туристы, все, они сняли крутой это самый. А мы пошлепаем дальше. Посмотрели индейцев настоящих, посмотрели индейцев аргентинских, вот они. Не хочу спрашивать, что они там бастуют, за что, потому что каждый день, если сейчас начнут спрашивать, они как начнут рассказывать, плакаты показывать. Вот, Банко Насьон Аргентина, национальный банк Аргентины. Вот там пряменько это национальный КГБ Аргентины, скажем так, только называется оно по-другому. С другой стороны у нас там АФИП, то есть налоговая инспекция национальная здоровая, а там Министерство, по-моему, экономики. Ну что, пойдем пониже. Пойдем пониже. То есть такой беглый ракурс я вам рассказал. Очень сильно изменился с тех пор, как мы приехали вот там вот внизу район. Когда я сюда приехал, это уже было 27 лет назад, вот тех больших зданий, вообще всего того района просто не существовало в Буэнос-Айресе. Там был пустырь. Я уже когда-то рассказывал. Там был пустырь обычный. Вот. И там, когда приезжали цирки, допустим, там цирк Киани до сих пор запомнился, но там было много и русскоязычных, и просто интересный цирк. Они ставили на том месте свои шатры. Вот. Теперь там самый богатый район Пуэрто-Мадеро создан. А раньше это был пустырь. Видите? Соответственно, все тут круто, что поменялось.
Вот. Вертолетные площадки попереносили. Видите, теперь вертолетные площадки находятся вот здесь, куда прилетает вертолет с президентом и с его гостями. Аж 3 сделали вертолетных площадки. Круто. Раньше тут стоял Колумб, сейчас его вытащили и на Костанеру отправили, этого Колумба. Вот. А вертолетные площадки сюда перенесли. А когда-то были вертолетные площадки вот там впереди. И машину, и он вот эти 100 метров уехал до кассы рассады от того, где садился вертолет. Плюс есть вертолетная площадка сверху на крыше. Оттуда, если президент не нравится народу, президент улетает как прямо с крыши. Вот, и фигачит себе домой. Так у нас улетел когда-то Деларуа. То есть, когда забастовки начали здесь, вот он уже даже не смог до вертолетной площадки вон туда доехать. Сел вертолет на крышу, забрал его, и больше он не появился в нашем правительственном доме. Так, я, значит, рассказывал вот про той район, смотрите. Вон про той район, видите? Вон там Хилтон торчит и все. Вот этого района не было, это был пустырь, когда мы приехали. Вот.